Приехала машина от одержимых, мы наконец-таки ее приняли. Сейчас снимаем редуктор, ставим крышку с увеличенным картером, проверяем весь редуктор, проверяем зазоры, меняем этот привод, потому что он лифтит. Протягиваем всю подвеску, естественно, еще раз, чтобы самим убедиться, что все четко. Паха сейчас переваривает выхлоп, потому что было две просто прямые трубы, никак не соединенные. Сейчас Паха делает X-Pipe максимально близко к головам, чтобы увеличить скорость потока. Естественно, машина на верхах поедет чуть лучше, и звук будет поприятнее, потому что сейчас он просто омерзительный. Ну, был, до того, как Паха порезал нахуй весь выхлоп. Максон занимается передней подвеской, снимает рейку. К сожалению, у нас нету никакой прям новой рейки, типа Parshop Max, мы их ждем. Мы ставим сюда самую свежую из тех, которые у нас есть. Это Satma Variety, одной из тех, которые приехали. Поменяли пружины, впереди стояли 16 килограмм, поставили 14 килограмм. Были свифты, стали BC. Не потому что мы любим свифты, а потому что у нас были 14 килограмм, 180-е, только BC-хи. Но в принципе, я думаю, будет норм. Ставим радиатор на обратку ГУРа, потому что есть подозрение, что будет все это дело греться на 18-м колесе спереди. Также меняем ГУР. Сейчас стоит Evo ГУР. Работает он не очень с рулевой рейкой Nissan, но, возможно, только у нас, потому что ходят слухи, что это очень хорошая спарка, и она должна офигенно работать, но здесь меняли ГУР, особо ничего не случилось, не помогло и так далее. Меняем ГУР на BMW-шный, новый, проверенное решение. У Саши Казанцева так сделано на его машине, все работает четко. Эта часть закроется заказанными подкрылками, а здесь будет сетка, знаете, такая для бамперов. Поставили фары, вернули на место вот такую штуку, чтобы держать капот, потому что никакого упора для капота нету. Мы поменяли уже два вентилятора, стояли тоже спалы, но поменьше, меньшей мощности. У нас были в наличии вот такие вот здоровяки огромные, просто с плавным пуском, все четко, никаких просадок при включении. Мы их поставили, вырезали побольше диффузор, прикрутили. Вот тут видны старые кронштейны старых вентиляторов. Также в планах сделать баш-бар. Не люблю это слово, но, к сожалению, надо, потому что жопа вся выпиленная. Мы сюда делаем баш-бар, делаем упоры, поднимаем задницу, все становится на свои места, крылья становятся нормального размера. Так как жопа опущена, крыло выгибает. Ребята из Байкафта уже красят нам бампер задний, нормальный, не такой обрезанный. Короче, реплика Z-Tune, мы на нем вырежем диффузор чуть-чуть, чтобы удобно было домкратом подбираться под редуктор. Чуть-чуть перенастроим под себя подвеску, были пятерки сзади пружины, сейчас поставили четверки, завтра тестим, посмотрим, как это будет все работать. Что еще? По салону нужно подогнать сиденье под пилота. Вот Саша Казанцева. Руль под пилота. Там есть небольшие нюансы, чем нужно заняться. Также после переварки выхлопа Саня Малашицкий проверит логи, посмотрит, как это все работает, нужна ли корректировка угла там на каких-то оборотах, потому что, возможно, попросит, так как продувка улучшится из-за X-Pipe. Еще нужно сварить передний баш-бар. Ну, я думаю, что это даже не баш-бар, а такой некий усилитель под бампер, который будет держать бампер алюминиевый. Установить петли перед-зад. Плюс еще вот завтра у нас день тестов. Возьмем с собой все для настройки подвески. Будем кататься, смотреть, что происходит с ним. ТО пока первое проводить не будем. Скорее всего, сделаем его в Москве, либо после тестов. Пока еще не понял. Вот. Еще нужно восстановить фары, полирнуть. Они в процессе простой автомобиля что-то на них попало. То ли кислота, то ли это болгарка. И вот лак, он чуть-чуть подумер. Все это дело надо полирнуть, восстановить, заново покрыть темным лаком. Будет смотреться огонь. Также Леша Самос доделывает там ливрею. Мы ее утверждаем, отправляем все эти файлы в Москву. Ребята из 10 Tuning нам распечатывают это. И когда машина приезжает в Москву, просто обклеиваем ее. Все, она красивая, клевая, нам всем нравится и так далее. Потому что сейчас просто черный огромный кусок. Это такое себе, конечно. Вот такие вот планы, короче. Мы тут всем нашим селом собираем Санька в город, чтобы в люди выбился, может быть, уже наконец. Завтра, послезавтра будут проводы, самогонку будем пить. Чачу, мы швадли. Сонек, ты лапти-то амалогированные взял себе? Да. Зинку завтра отдеру. Не дай бог, Маша посмотрит. Ничего не получается. Я писюн сделал. Полуавтоматом? Пока нет. Пускай пахнет. Не, аргонов сейчас. Слушай, ну да, в Ну принципе. это твой размер сейчас. Такой ты стрелочник. Да вот иди. Я тебе сейчас резьбу сорву на рейке домой поеду.
Так, вроде закончили. Что-то поделали. Завтра будут тесты. Ну что, передняя часть выхлопа готова. Паха сейчас будет доваривать заднюю часть. Мы с Саней ставить вот эту. Паха, давай, мы верим в тебя. Нам как бы в 9 утра надо на площадку ехать на тесты. Ну все, совсем осталось чуть-чуть до запуска. У нас уже готова половина выхлопа. У нас появились тут качественные вот такие банки, видали? Именные, с росписью, тут со всеми делами. Тут у нас появились слепоны. То есть, чтобы нам что-то сделать с редуктором или с приводами, нам не нужно будет снимать целиком выхлоп. Мы снимаем его вот с этой резинки, и тут просто его так чпоньк достаем и делаем все, что нам нужно. Это реально 30-секундное дело, и это очень круто. Далее у нас появился X-Pipe сразу за коробкой, максимально близко к головкам, насколько это возможно было. Нам кажется, что так лучше нам на этом ездить, и поэтому мы считаем, что так правильно, что атмосферному мотору нужно соединение двух головок между собой, то есть X-Pipe, Y-Pipe, либо H-Pipe, в нашем случае это X-Pipe. Тут потоки типа смешиваются и вытягивают друг друга, и повышается производительность двигателя. Ну и плюсом банки, потому что он очень громкий. Саня из него вылазит и потом еще 3 дня ничего не слышит, и нам приходится, чтобы его позвать, кидать в него там монетками там и всякой подобной штукой. Вчера часов, я не знаю, сколько мы были в боксе, часов 15-16 тоже. Ну много, короче, реально. Поспали часов 5, поехали на площадку, сняли запчасти с машин, чтобы собрать эту. Сегодня мы здесь уже скоро будем сутки. Сейчас доделаем выхлоп, доделаем ГУР, ляжем прямо тут, видимо, поспать часа на 3. И поедем на площадку тестить машину, вернемся сюда и будем ее доделывать для того, чтобы уже конкретно ворваться в сезон РДС GP 2021. Ничего, у тебя базука какая. Все, типа, готово? Слушай, ну, блин, выглядит круто, я считаю. Тема. Паха, ты мастер. Ну что, момент истины? Я думаю, будет очень круто, на самом деле. Ну вот мы и доехали до площадки. Сейчас будем тестировать автомобиль. В общем, все здесь, Вован здесь, JB здесь, Саня здесь. Все у нас хорошо. Поспали час, подкорректировали немножко программно машину. Заливаем топливо. Вчера настроили подвеску для того, чтобы она начала работать. И сейчас будем тестить, смотреть, что по итогу может данный автомобиль. Так, ну что мы, в общем, имеем по истечении сегодняшнего дня? Тесты прошли успешно. Достаточно.
Успели и поднастроить, и держак нашли, и по мотору, в принципе, более-менее закрыли очень много всяких разных вопросов. Не закрыли вопрос по пропадающему давлению масла. Но оно не в ноль пропадает, просто становится меньше, чем должно быть, и происходит откат, варнинг срабатывает, и машина перестает ехать. В остальном, в принципе, все классно, разобрались с рейкой, с гуром, настроили подвеску. Короче, кучу всего, всяких мелочей и не мелочей сделали, исправили. Машина поехала, машина начала рулиться. Осталось найти нормального пилота, чтобы он смог поехать. Да нет, Санек приучится, справится, все будет четко. Сейчас продолжаем готовить машину. Опять все заняты делом, все что-то делают. То есть Ромчик собирает редуктора, пацаны подгоняют бампера. Я заклеиваю салон, Тоха еще что-то делает, Паха делает пашбары. Саню отправили домой спать, потому что он совсем сломался. До выезда у нас 2 дня, плюсом еще минимум день на то, чтобы собраться. Ну, в общем, двигаемся. Сна в ближайшее время не предвидится. Это грустно, но вариантов у нас нет, потому что мы будем бороться и биться до конца. Спасибо, что смотрите. Надеюсь, что мы все это не зря делаем. Как простые пацаны просто вырываются в ГП и пытаются нам что-то показать до завтра. До сегодня, точнее. Наконец-то снимаем вот это вот обрезанное непонятно что. Это еврейский бампер. Еврейский бампер. И ставим Z-тюн же, да, это правильно? Это, ну типа, да. Я уже вижу, что четко. Ну вот уже получше. Но спойлер, разумеется, будет краситься. Ну злодей же, по-моему, конкретный злодей. Куличик неси, маску сделай. Стреляй. Нет, это Из-за этого угла, понял? Вот это. поверни его. Все равно. Собственно говоря, следующий день, да. Сегодняшний день я провозглашаю днем абсурда. Мы будем за много-много денег покупать самые крутые тормоза. Ну не самые, но короче крутые просто тормоза. Для того, чтобы потом на них болгаркой тащить колодки, чтобы они хуже тормозили. Короче, с какой проблемой столкнулись? Тормоза по-адлерски скать. И слишком резко они все делают. И очень сложно отловить машину после того, как ты в дуге нажал тормоз. Что сейчас надо будет сделать? Мы с каждой колодки в круг, но, разумеется, тормозной, ручник трогать не будем. Я буду спиливать процентов по 20 колодки, ну, короче, вот так, по половине, чтобы они стали менее резкими. Мне, как обычно, достается самая сложная работа и самая грязная, потому что я терпила, и меня здесь все щемят. Вот, короче, начинается какая-то суета невообразимая. Получается, мы едем на первый этап в на Moscow Raceway. Потом, после этапа, через 2 дня я лечу во Владивосток, участвовать в РДС Азия на арендной Сильвии. По спекам примерно такая же, как моя казашка, именно по мотору, как по подвеске и всему остальному, пока непонятно. Если получится, может быть, на арендных машинах поучаствую в РДС Запад, попробую свой скилл. Ну, почему бы и нет. Чтобы не катать свою машину, не тратить ресурсов, в принципе, не резины и так далее и тому подобное. Если мне просто предоставят все, покатаюсь на арендной тачке, кайфану, и может быть какой-то результат даже принести. Ну как может быть, постараюсь принести результат, потому что я все-таки умею дрифтить. Давайте, ребят, присоединяемся, помогать нам. О! Только сказал, ребят, присоединяйся, помогать. Вот и подписчики пришли помогать. Здрасте! Это вы, Саша Калашник! Да, Вы заебался, такой да? крутой! 24! Что-то ехать. Что менять? Понятно.
Кого, его за руль? Ты видел, что он делает? В спринтере не будет четвертинки. Сейчас будет происходить погрузка на прицеп. И Sky отправляется в